Что нужно для того, чтобы увеличить скорость чтения ребенка? Заполнить наружные ребра рыбы соответствующими разделами. И конец слова даже не видим, а домысливаем его, исходя из грамматики языка. Есть 4 мини-квадрата, которые ребенок должен заполнять при чтении. Здравствуйте, дорогие родители, меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и это программа «Учимся учиться». Программа для родителей, интересующихся развитием своих детей. В сегодняшней программе мы поговорим о скорочтении для детей, о методах и способах, как научить ребенка читать быстрее и лучше понимать прочитанное, о противопоказаниях скорочтения и результатах, которые можно получить с помощью этого навыка. Почему это так актуально? Хоть мы и живем в век интернета и огромного количества видеоконтента, все же чтение является основным способом получения информации человеком. Ну а в школе ребенком и подавно. Под детьми мы будем подразумевать примерный возраст от 6 до 16 лет. Естественно, мы будем делить этот возраст на 4 примерно условных возраста, да, 6-7, 8-9, 10-12 и 13-16 лет, потому что в каждом возрасте есть свои особенности. В интернете ходит абсолютно разная информация о скорочтении. С одной стороны, по ТВ и интернету нам транслируют примеры чтения детей с баснословной скоростью, чуть ли не в десятки или сотни тысяч слов в минуту, да, я сам с трудом представляю, как это вообще может быть. С другой стороны, именитые педагоги говорят, что скорочтение в принципе для ребенка вредно. Давайте разберемся, так ли это и что соответствует правде, а что нет. Для начала давайте введем определение. Итак, что такое скорочтение? Википедия нам говорит: скорочтение – способность быстрого восприятия текстовой информации при использовании особых способов чтения. Обычная скорость чтения на русском языке у взрослого человека лежит в пределах 120-180 слов в минуту. По опытным исследованиям средняя скорость равняется примерно 200 слов в минуту. При среднем проценте понимания примерно 50%. Ну и так далее. Текст у вас на экране, можете поставить на паузу и ознакомиться. Итак, резюмируя, можно сказать, что скорочтение – это способы чтения с лучшей скоростью и с лучшим пониманием, то есть набор каких-то приемов, набор каких-то способов, как скорость чтения увеличить. Это определение у нас было для взрослых, ну а для детей в принципе то же самое, то есть набор способов и приемов, позволяющих читать быстрее и с лучшим пониманием прочитанного. Важный момент. Под скорочтением мы будем понимать чтение про себя. Ведь согласитесь, что все осознанное чтение происходит именно про себя. Ну а чтение вслух или так называемая техника чтения – это абсолютно другой навык и тренируется совершенно по-другому. И, например, как бы мы ни старались, то читать вслух быстрее, чем Тина Канделаки, вряд ли сможем. Для того, чтобы быстро читать вслух, нужно тренировать свой речевой аппарат. Обычно этому учат на тренингах, либо на занятиях по актерскому мастерству, и это называется занятие по речи. Давайте теперь разберемся, почему зачастую именитые педагоги с большим опытом говорят о том, что скорочтение может быть вредно для детей. Да, частично они правы. И если мы пытаемся обучать читать быстрее ребенка, у которого навык чтения еще не сформирован, то, естественно, результаты будут плохими. То есть учить скорочтению можно только ребенка, который читает полными словами и со скоростью не менее 40 слов в минуту. Эта скорость может свидетельствовать о том, что ребенок скорее всего, только скорее всего, да, читает по словам. При этом уровень понимания должен составлять не менее 40-50%. То есть на 4-5 вопросов из 10 после текста ребенок должен отвечать правильно.
Если этого не происходит, если ребенок отвечает на меньше вопросов, то мы делаем вывод, что ребенок ничего из прочитанного не понимает. То есть наша задача добиться первоначально сформированного навыка чтения, а уже дальше заниматься увеличением скорости чтения и понимания. Сразу скажу, что у нас нет цели научить ребенка читать с какой-то нереальной баснословной скоростью. И более того, есть исследования, которые говорят и показывают, что чтение со скоростью более 500 слов в минуту приводит к уменьшению понимания в любом случае. Причем это американские исследования, ссылку на них оставлю в описании. Естественно, русский язык более сложный, поэтому здесь где-то 450 слов в минуту. Хотя, согласитесь, даже если ребенок будет читать с такой скоростью и при этом с очень хорошим пониманием, близким к 100%, это будет уже огромным подспорьем и помощью в процессе обучения ребенка в школе. Давайте же разберемся, что нужно для того, чтобы увеличить скорость чтения ребенка. Далее я буду давать простые упражнения на увеличение скорости чтения ребенка и объяснять, как эти упражнения лучше делать и, соответственно, какую пользу они приносят. Упражнения я буду брать из своих книг и пособий, книг «Скорочтение для детей 6-9 лет» и «Скорочтение для детей 10-16 лет». Также есть одноименные пособия. Если кому-то интересно, под этим видео есть ссылка, где есть подробный обзор этих пособий и ссылки на все магазины, где эти книги и пособия продаются. Продаются они во всех крупных книжных магазинах, таких как «Читай город», «Буквоед», и во всех крупных онлайн-магазинах, таких как Wildberries, Озон, Лабиринт, MyShop, Беру, ну и так далее. Ну, а теперь упражнение. Поехали. Упражнение 1. Упражнение называется «Слово, фигура, число». В чем задача ребенка? Задача ребенка правильно двигать глазами и, соответственно, называть то, что у него появляется в кружочках. Например, 7, треугольник, лак, 4 и так далее. В чем смысл этого упражнения? Смысл этого упражнения в тренировке правильного последовательного движения глаз без возвратов назад. То есть задача ребенка последовательно называть то, что написано в кружочках, в отличие от чтения слов. Соответственно, у ребенка не возникает мысли, не возникает желания двигаться глазами назад. Мы избегаем и убираем так называемые регрессии при чтении. Сейчас у вас на экране будут появляться картинки. Соответственно, вы можете ребенка попросить выполнить эти упражнения и ставить видео на паузу на каждой картинке. Упражнение 2 лишние буквы. Сейчас у вас на экране появятся тексты, где совершены какие-то ошибки в словах, где появились в тексте лишние буквы в словах. В чем задача этого упражнения? Задача этого упражнения в том, чтобы ребенок, читая небольшие тексты, искал в них ошибки, и, соответственно, так мы тренируем внимание ребенка, точнее, так называемое избирательное внимание ребенка, то есть его способность сознательно концентрировать свое внимание на определенных объектах либо процессах. Здесь на процессе чтения и на поиске каких-то ошибок.
Сейчас несколько текстов еще дополнительных появится на экране, поэтому вы можете ставить видео на паузу и, соответственно, просить ребенка выполнить эти задания. Упражнение 3. Так называемый струп-тест. Сейчас на экране появятся слова, обозначающие цвет, а шрифт, цвет их шрифта будет другой. Ну, например, слово «зеленый» написано красным. В чем задача ребенка? Задача ребенка в зависимости от задания, например, либо правильно читать текст, то есть если написано зеленый, ребенок должен максимально быстро читать зеленый, либо называть цвета шрифта, которым написаны слова. В чем польза этого упражнения? Польза этого упражнения в том, что мы даем задание своему мозгу, точнее ребенок дает задание своему мозгу называть либо цвета, а в голове у него при чтении происходит диссонанс. Да? Понимаем, что когда мы читаем слово «зеленый», у нас в голове появляется образ зеленого цвета, а когда это написано красным шрифтом, то в голове, соответственно, имеем диссонанс. Так вот, задача ребенка справляться с этим диссонансом и выполнять то задание, которое мы дали. Сейчас нужно читать ребенку слова, которые написаны, не обращая внимания на цвет шрифта. Сейчас появится несколько картинок, и ставите на паузу и даете задание ребенку. Задание нужно выполнять максимально быстро. Упражнение 4. Лабиринты. В чем задача этого упражнения? Задача этого упражнения — сформировать у ребенка безотрывное движение глаз. То есть научить ребенка двигаться глазами плавно, размеренно и не теряя внимания, то есть не отрываясь, не отвлекаясь, находить выход из лабиринта. Двигается ребенок только глазами, ну, в зависимости от возраста в книгах есть разные упражнения, нужно где-то вести пальцем, где-то только глазами, но в идеале нужно вести глазами, то есть не теряя взгляд. Сейчас на экране появится несколько лабиринтов, ставьте видео на паузу и, соответственно, просите ребенка выполнить это задание. Нужно выполнять максимально быстро и, соответственно, правильно. Упражнение 5. Слова для отработки. Дело в том, что когда ребенок научился читать, он начинает читать совсем по-другому, а не так, как учился. Есть так называемая когнитивная модель чтения Easy Reader, принятая на данный момент большинством ученых, которые занимаются изучением процессов чтения. Если интересно разобраться в научных аспектах, то и почитать про нее, то в описании оставлю ссылку, и можете подробно там почитать, ознакомиться. Итак, это модель, которая доказывает, что мы читаем буквы в слове не по слогам или по складам, да, а параллельно 6-8 символов, и конец слова даже не видим, а домысливаем его, исходя из грамматики языка.
То есть после слогового и складового или складового чтения мы переходим к чтению целыми словами, когда вырабатывается так называемый визуальный словарь. То есть, чтобы он выработался, это минимум 3-5 тысяч слов в визуальном словаре должно быть у ребенка, которые позволяют ребенку читать целыми словами. Ну, кстати, у взрослого человека этот словарь достигает нескольких десятков тысяч слов. Вырабатывается этот словарь с помощью sight words, используя английский язык, поскольку разработки не наши, американские. То есть ребенок многократно повторяет максимально частотные слова языка и таким образом ими наполняет свой визуальный словарь. Кстати, например, в Соединенных Штатах Америки изучают эти несколько сотен самых частотных слов прямо в школьную программу это дело включено, то есть есть 3 сотни sight words, и ребенок, соответственно, в первые годы обучения чтению максимальное количество раз, много раз их прочитывает, и, соответственно, они входят в его визуальный словарь. Я сделал нечто подобное. Сейчас на экране будут появляться у вас, у ребенка, слова, максимально частотные слова русского языка. Задача ребенка многократно их прочитать. Итак, поехали. Упражнение 6. Волшебный квадрат. Сейчас на экране у вас появится так называемый волшебный квадрат. Здесь есть 4 мини-квадрата, которые ребенок должен заполнять при чтении. То есть в чем задача этого упражнения? Задача этого упражнения, кстати, это упражнение для детей примерно 6-9 лет, структурировать любой прочитанный рассказ у себя в голове вот по этой схеме. То есть для ребенка текст становится не какой-то монотонной, неструктурной единицей информации, то есть где он ничего не понимает, что происходит, а становится определенной структурой, где есть события, где есть главные герои, где есть небольшая зарисовка и так далее. Учась структурировать большое количество рассказов, ребенок, соответственно, уже читая любой новый рассказ, учится видеть его через призму этой структуры. И понятно, что большинство текстов для младших школьников, они написаны именно в виде рассказов. Да, есть небольшие параграфы на окружающем мире, но все же большинство текстов художественного характера, и вот их можно разложить по такой структуре. Упражнение 7 для ребят постарше 10-16 лет. Алгоритм подготовки пересказа, метод рыба. По пунктам буду говорить. Нужно, во-первых, открыть параграф с конца и прочитать вопросы. В конце параграфа, если их нет, то этот пункт пропускаем. Далее. Подумать самостоятельно ответы на эти вопросы по 1-2 минуты на каждый вопрос. Зачем это нужно?
В голове у нас всегда есть какая-то информация, услышанная по телевизору, по радио, прочитанная в интернете. Ну, например, у меня в свое время знания по Древней Греции формировались исключительно на основе сюжетов двух телесериалов, которые шли по ТВ в то время. Один из них «Зена королева воинов», другой «Удивительные странствия Геракла». Поэтому, когда мы начали проходить эту тему в школе, мне было с одной стороны легко, а с другой сложно. С одной стороны, я многое уже по этим темам знал и мог ответить, а с другой стороны, часть информации в моей голове была неверной и взятой из художественного сюжета этих фильмов. И это стало в действительности огромной проблемой, да, поскольку заменить старую ошибочную информацию в голове на новую достаточно сложно. Это можно сделать только после того, когда проведен, так скажем, своеобразный аудит текущих знаний. Тогда при чтении самого параграфа подросток либо убедится в правильности своих знаний, либо поймет ошибочность и, соответственно, пересмотрит. Более того, вспоминание всей знакомой информации позволяет увязать новую информацию с уже изученной и запомнить все значительно лучше. Третье. Быстро просмотреть параграф в поисках ответов на вопросы. Не читать, а именно искать ответы на вопросы. Четвертое. Еще раз быстро просмотреть текст, отмечая незнакомые слова в тексте. Слова, значения которых ребенок не знает или не понимает, и найти их определение либо в словаре, либо в интернете. Понять их значение в данном контексте. Пятое. Прочитать параграф и выделить разделы. Всего в параграфе обычно бывает от 3 до 8 разделов. Раздел – это обычно глава, ну, либо подглава параграфа. Заполнить наружные ребра рыбы, которые у вас сейчас на экране появилось, соответствующими разделами. В рыбе названия не должны превышать 1-2 слов. Шестое. Дополнить каждый раздел важными фактами, писать их в подразделы. В каждый подраздел вписывается одна мысль, один факт. Всего каждый раздел должен состоять из 3-5 подразделов. Седьмое. Пересказать параграф, пользуясь нарисованной схемой рыбы. Способ, с одной стороны, на первый взгляд кажется очень сложным, но в действительности, как только ваш ребенок этим способом овладеет, то он будет с легкостью пересказывать практически любые параграфы любой сложности, потому что структура параграфа у него будет ложиться вот в эту рыбу. Резюмируя эту достаточно большую и сложную тему, можно сказать, что в скорочтении ничего страшного нет, если мы ребенка, который уже умеет нормально читать по словам, учим читать, с одной стороны, быстрее, тренируя его внимание, переключаемость внимания, тренируя у ребенка правильное движение глаз и уча ребенка структурировать ту информацию, которую он прочитал. Соответственно, вы сами прекрасно понимаете, что ничего плохого в этом нет. Ребенок будет читать лучше, быстрее и так далее. Вот, если у вас остались какие-то вопросы по тематике скорочтения, то задавайте их в комментариях под этим видео, и, соответственно, в следующих видео я буду эти темы разбирать. Подписывайтесь на канал, с вами был Шамиль Ахмадуллин, и если вас заинтересовали книги или пособия, еще раз их покажу, в них все это более подробно расписано, значительно больше упражнений, то описание пособий и ссылка на различные маркетплейсы, различные магазины в описании этого видео. Успехов вашим детям, пока-пока!